Всем привет! Сегодня приехала вот такая вот большая посылочка. Это, как вы видите, профессиональный блендер Biolamix, моделька G5200. Заказывался этот блендер в подарок моей любимой на день рождения на AliExpress. Стоимость его $67. И, как обещает производитель, мощность у него 2200 Вт, объем чаши 2 литра. И давайте посмотрим. Значит, ссылочку на продавца я укажу под видео. Да, значит, пока мы открываем, добиралась она каким-то новым там поставщиком, я уже не помню. JNet китайский, и по Украине уже ехала новой почтой. Удобно. И, кстати, курьер новой почты принес прям к подъезду. Ну, у нас просто не было дома, но я думаю, занес бы к двери, поскольку доставка была там указана новой почты именно к двери. Это у нас моделька G5200. Двигатель здесь по немецкой технологии. Чаша из BPA Free пластика. Ножи из японской стали. Ну, какая марка не пишут. Ну, даже там выбито Japan, видите, да? Так, это крышка у нас идет. Так, и сама часть, которая с двигателем. Так, упаковочка, видите, какая. Все в пенопласте. Еще вот такой вот пластиковый толкатель и сам двигатель. Так, вот как он выглядит. Все, мы забираем коробочку из кадра. Розетка, евро-розетка, как и заказывали, все как положено. Так, ну там на выбор можете, да, американскую, китайскую, какую хочешь заказать. Цвет на выбор, там, по-моему, черный, белый и красный. Но, как видим, на коробочке еще был и Gold. Возможность выбора. Сертификат, да, 14.08.2018 года сделан он. Ну, вот так вот выглядит наш основной элемент. Чаша к нему, просто она устанавливается на резиновые штуки. И все. И сверху крышка. Из металла сделаны все шестереночки, все соединения именно с нержавеющей стали. Точно так же здесь, смотрите, какая отличная нержавеющая сталь. Видите, да? То есть, чтобы стерлись эти шестереночки, это надо, ну не знаю, как и что перемолоть. Так, вот так и вот так устанавливается. Все. Ну, здесь, да, по режимам работы здесь включил-выключил, регулировка мощности двигателя и так называемый импульсный режим. Все. Прерываемся, и сейчас мы покажем какой-то из него рецепт один выберем и покажем. Итак, давайте все-таки попробуем. И в первую очередь мы начнем с твердых продуктов. Я думаю, что всех, в том числе и меня, интересует, как же блендер справится с такими твердыми продуктами. Например, ну вот как самый твердый это кукуруза, сушеная кукуруза. Мы берем сладкую кукурузу. Это именно тот продукт, который меня интересует, например, тоже. Из кукурузы мы делаем муку, из муки делаем лепешки, там просто запариваем кашу и так далее. Ну, я думаю, вот столько будет достаточно. Так, накрываем крышечкой. И давайте все-таки посмотрим. Значит, ставлю, ну, у меня обычно вот ставим, ну, чуть больше половины максимума. И включаем, поехали. Все, продукт готов. Смотрите, реально, то есть это, ну вот буквально не в пыль, но как раз тот продукт, который мне нужен, я себе смолол. Видите, да? Кстати, да, насчет кукурузы.
обычная кофемолка ее совершенно не берет. То есть я думал на кофемолку, не берет совершенно. То есть кофе молит, а кукурузу нет. Очень сухое и твердое зерно, которое не справляется с кофемолкой. Тортильи все можно готовить самому. Именно вы будете уверены, что это то, что вам надо. И тем более именно с сладкой кукурузой у нас мука не продается. Я не знаю, где заказывать даже. Поэтому мы берем реально натурпродукт. Мы в селе попросили от родителей, нам вырастили сладкую кукурузу. И мы себе делаем муку. И еще очень важный для меня и для всех, я думаю, такой продукт, как арахис. Значит, мы взяли бланшированный арахис. Это так называемый обработанный горячим паром. Сдувается шелуха. Дома его немножко прожарили в духовочке. Где-то минут 15-20 до 200 градусов температурку, 15 минут, чтобы он немножко подрумянился. И попробуем сделать все-таки наш любимый продукт, это арахисовая паста. Ну, по крайней мере, в нашей семье мы его все очень любим и покупаем очень часто. Ну и в том числе мы приобретали блендер в надежде делать пасту арахисовую дома. Так, вот здесь примерно я взял, ну, где-то грамм 400, наверное, на глаз так. Вот смотрим, значит, как она справляется с арахисом. То же самое. Но я думаю, здесь может чуть-чуть мощнее мы поставим. И поехали, посмотрим. Так. Я не знаю, возможно, здесь нужен будет толкатель. Так. Давайте с толкачиком посмотрим. Ну, может, он не нужен будет. Посмотрим. Поехали, включаем. Вот, я думаю, достаточно. Смотрим. То есть реально тут 3 или 4 минуты. Вы видите, да? Поэтому вот смотрим, смотрите. Реально арахисовая паста. То есть все отлично. Отлично и на вкус все. Значит, не надо добавлять сюда никаких масел. Единственное, мы немножко, да, присолили, когда жарили, присолили для вкуса, все. Кому нравится, можно добавить мед, оливковое масло для более такой жидкой консистенции. Ну вот, такая консистенция, это вот натуральная арахисовая паста. Так, ну сейчас, я думаю, мы посмотрим все-таки, как справляется с обычными смузи. Это самое легкое для него. Ну, по коробке даже не нагрелся, то есть удивительно. Ну, сама паста, да, немножко тепленькая стала из-за трения, но механизм вообще не нагрелся. То есть, ну, понятно, здесь пространство между двигателями и коробкой, но коробка вообще холодная, серьезно.
Так, давайте сделаем еще какой-то коктейльчик смузи. Берем продукты, у кого какие есть. У меня, например, в холодильнике, смотрите, что нашел. В морозилке это клубника, мороженое берем. Виноград у меня есть, банан, тыква свежая и яблоки свежие тоже. Мы это все нарезаем. И разбавлять я буду кокосовым молоком. И немного, если будет мало жидкости, немного добавим воды. То есть рекомендую все-таки, чтобы поверхность покрывала вода. Давайте все это испытаем. Берем сначала тыкву. Так, я думаю, достаточно. Теперь подсыпаем клубничку и виноград. Клубнику, да, кидайте какая есть, мороженое. И немножко банана. Все-таки, чтобы это было для вкуса. Ну вот бананчик у нас как бы весь 2 литра влез. И добавляем молока. Ну, можно добавлять йогурт, обычное молоко. У кого какое есть. Мы, например, молоко обычное в семье не пьем. И ребенок у нас безмолочный. И мы тоже как бы уже не пьем его давно. Я уже точно 2,5 года. Ну, немного добавляйте обычной чистой воды, чтобы вот покрыть. Так, закрываем крышкой. Плотно не обязательно. Можно держать, можно не держать. Но когда много вы наложили, лучше, конечно, подержать. Выбираем режим, значит, у меня где-то половинная мощность. И включаем. Так, значит, рекомендуется примерно 30 секунд, поэтому мы так и используем. Так, и разливайте свой смузи, так называемый. Все, можно добавлять любые продукты. Перемалывает даже кирпичи. Видел видео, короче, чувак измельчил кирпичи в такие камушки, чтобы влезли сюда, кирпич. И просто кирпич в пыль. Всем приятного аппетита. Кому понравилось видео, ставьте лайк, задавайте вопросы, подписывайтесь на мой канал, добавляйтесь, друзья, в соцсетях. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока, до новых встреч. Кстати, отличная штука. Очень вкусно.